Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу продолжить обзор своей коллекции фильмов Universal и хочу показать вам издание-сборники, которые содержат в себе несколько фильмов, а также издания в слипах, в составе которых идет буклет. Итак, давайте начнем. И первый фильм, который хочу сегодня вам показать, это фильм «Форсаж», который представлен, первые 6 частей у меня представлены вот в таком издании. Первый фильм. Далее двойной форсаж. Тройной форсаж Токийский дрифт. Форсаж 4. Здесь у нас уже на диске есть картинка. На локатке диска. Далее пятая часть, Форсаж 5. И Форсаж 6. Такое вот издание. Здесь рассказывается об этих фильмах. Выходные данные. Далее. Продолжаем про форсажи. Форсаж 7. Сам диск. Далее. Слип от него. Металлизированный. А также вместе с этим фильмом шли карточки. Форсаж 7. Далее, 8-й фильм. Здесь у нас 2 диска, один диск с дополнительными материалами на DVD. К нему идет такой вот слип, который повторяет оформление обложки. И, наконец, последний тест, который у меня есть, это «Форсаж. Хопс и Шоу». Здесь также идет DVD-диск с доп. Материалами. Присутствует внутренний арт. Такой вот сам слип к этому диску. И с этим фильмом также идет буклет, артбук. Здесь показаны основные персонажи, кадры из фильма. Такой вот буклет. Такая вот коллекция фильмов по данной франшизе. Далее, следующая франшиза, это у нас Рэмбо. Она у меня представлена вот в таком издании. Первая кровь, часть 2 и Рэмбо 3. Вот первая кровь.
Такая вот серия фильмов, в которой главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне. Далее, следующее кино. Это полная коллекция Борна Квадрология. Такой вот общий слип. Здесь у нас 4 диска. 5-й диск у меня отдельно. Первый это идентификация Борна. Во всех этих фильмах, кроме последнего, главную роль сыграл Мэтт Дэймон. Далее, превосходство Борна. Следующее, ультиматум Борна. Наконец, эволюция Борна. Здесь уже главную роль играл Джереми Реннер. Такое вот издание данной серии фильмов. Далее у нас будут два издания в общем слипе. Это школьная трилогия Джона Хьюза. Первый это у нас «Клуб Завтрак». Культовая в США картина. Он идет вот в таком вот слипе, который повторяет обложку. Далее 16 свечей. Еще один фильм Джона Хьюза. Здесь у нас также есть диск с дополнительными материалами на 16 свечей и «Ого, эту науку». Здесь у нас на слипе другое изображение. Далее, ох уж эта наука. Где парни решили создать себе девушку с помощью науки. И данный фильм также идет в таком вот слипе. Такое вот издание школьной трилогии Джона Хьюза. Далее, коллекция фильмов с известным актером Майклом Джейм Фоксом. Майкл Джей Фокс. Здесь у нас идет 4 фильма. Это «Консьерж», «Напролом», «Секрет моего успеха» и «Жадность». Так, первый это у нас «Консьерж». Фильм Барри Зонненфельда, режиссера которого мы можем знать по франшизе «Люди в черном». Здесь у нас снялся Майкл Джей Фокс. Далее, следующая картина с этим данным актером. Это «Напролом».
Здесь также другую роль сыграл Джеймс Вудс. Далее фильм с Майклом Джеем Фоксом «Секрет моего успеха». И, наконец, последний из этой серии. Это фильм с Майклом Джеем Фоксом, а также Кирком Дугласом. Это фильм «Жадность». Данные фильмы также идут в слипах. Это у нас слип «Секрет моего успеха». Далее это у нас «Напролом». Слип к фильму «Консьерж». И, наконец, последний, это у нас «Жадность». Такое вот издание фильмов с Майклом Джеем Фоксом. И далее у нас пошли одиночные издания в слипах с буклетом. Первый фильм — это «Счастливого нового дня смерти». Это продолжение слэшера «Дня сурка». Такой вот внутренний арт. Такой вот слип к данному изданию. А это буклет. Здесь показаны кадры из данного фильма. А также некоторые кадры за кадром съемок фильма. Такой вот буклет. Далее. Следующее. Это «Мир юрского периода 2». Это у нас слип. А это само издание. Здесь у нас также идет диск с дополнительными материалами на DVD. И к данному изданию также идет буклет, где показаны кадры из фильма, а также кадры со съемок фильма. В этом фильме главную роль сыграл Крис Пратт. Такой вот буклет. «Мирского периода 2. От идеи к воплощению». Далее, следующее кино — это «Рождество на двоих», «Last Christmas». Фильм, в котором главную роль сыграла Эмилия Кларк. Импортное литье. Присутствует внутренний арт.
Слип повторяет оформление обложки основной. И к данному фильму также идет буклет. Так же, как и кадры со съемок фильма. Такое вот издание рождественской комедии. Далее, следующее кино. Это у нас фильм 1917, фильм Сэма Мендеса. Есть внутренний арт. Импортное литье. А это слип от данного фильма. Данный фильм получил, как мы можем видеть, несколько Оскаров в начале 2020 года. И к данному фильму идет такой вот слип, где помимо кадров из фильма есть небольшие надписи, подписи режиссера. Заметки режиссера, так сказать. Фильм о Первой мировой войне. Кадр со съемок. Фильм снят так, как будто одним кадром. Такое вот издание данного хорошего фильма. Далее, следующее кино. Это фильм «Эмма» по известному роману Джейн Остин. Здесь главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой. Такой вот внутренний арт. Фильм 2020 года. Слип немножко отличается. А это буклет, в котором показываются кадры из фильма. Такое вот кино 2020 года. И, наконец, последнее такое издание. Это фильм «Агент Джонни Инглиш 3.0». Данный фильм я видел в кинотеатре. Внутренний арт с двумя изображениями. К нему также идет такой вот слип боковой. В данном фильме также снялась Ольга Куриленко.
И такой вот буклет. Фильм последний из этой серии фильмов про Джонни Инглиша с Роуэном Аткинсоном. Такое вот кино. И, наконец, последнее издание. Это у нас Диджибук фильма «Гладиатор» Ридли Скотта с Расселом Кроу. Единственное такое издание. Здесь рассказывается о съемках фильма. О всех перипетиях съемок «Гладиатора». Конечно, кратко, но информацию понять можно. И последняя страница. Такое вот издание этого замечательного фильма. А на этом это видео все. В следующем видео я покажу оставшиеся издания в слипах. Это у нас просто издание в слипах и издание в слипах с карточками и буклетами. А данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео и пока.